Эта невероятная история произошла в Канаде. Кайл любил природу. Еще в детстве он любил ходить в походы и наблюдать за животными в дикой природе. Позже он выучился на ветеринара, каждый день осуществляя свою мечту помогать животным. Иногда он даже лечил животных в соседнем зоопарке, куда ходил в детстве. Но работать ветеринаром не всегда было легко. Каждое животное, с которым он обращался, он сразу принимал близко к сердцу. На первый взгляд, это хорошее качество. Но, к сожалению, человек не мог помочь каждому животному, а были и случаи, когда он был бессилен. Эти события всегда очень сближали доктора, и Кайл знал, что будет лучше, если он установит эмоциональную дистанцию с животными. Но как бы он ни старался, он не мог. Через несколько лет ветеринар понял, что ему крайне необходим перерыв, чтобы восстановиться и отдохнуть. Ему нравилось гулять по городу и веселиться с друзьями. Но это не то же самое, что сделать правильный перерыв. Было только одно место, где он мог выключиться, и это была природа. Было несколько походов недалеко от города, но ни один из них не был достаточно длинным, чтобы по-настоящему расслабиться. Его практика шла хорошо, и он решил вознаградить себя небольшой хижиной в лесу. У него было немного земли, но он граничил с заповедником. Не было слышно ни машин, ни других городских шумов. Он слышал только животных и звуки природы. У него была особенно длинная неделя, когда он решил отправиться в лес. Он взял яблоко и пошел гулять. Он жевал, вдыхал свежий воздух и слушал журчание реки вдалеке. Он шел какое-то время, когда вдруг заметил на своем пути медведя. Он был довольно далеко и знал, что должен держаться подальше от животного. Но у медведя были другие мысли, и он пришел прямо к нему. Медленно задним ходом, чтобы следить за ней, Кайл попятился тем же путем, которым пришел. Он знал, что лучше не пытаться бежать. Но медведь все приближался. Затем внимание Кайла привлекло другое движение. Рядом с медведем появился медвежонок. Это делало ситуацию еще более опасной. Мать-медведица может быть намного агрессивнее, чем медведица-одиночка. Он должен был быть осторожен. Поскольку медведь все еще приближался, Кайл знал, что отступление не сработает. Ему пришлось попробовать другую стратегию. Он раскинул руки в воздухе и вытянулся как можно выше. Кайл издавал как можно больше шума, топая ногами и крича, надеясь, бурый медведь перестанет приближаться к нему. Но случилось что-то очень странное. Поведение животного совершенно не оправдало его ожиданий. У него был некоторый опыт ухода за медведями в зоопарке, и он чувствовал, что что-то изменилось. Медведица не отступила, как он ожидал, и она не проявляла никаких признаков агрессивного поведения. Это была одна из самых странных встреч с животными в его жизни. Что-то в медведе выглядело обеспокоенным. Она выглядела совершенно измученной и взволнованной. Кайл знал, на какой большой риск он идет, но подошел ближе к медведю. Может, она была ранена? Несмотря на свой опыт, Кайл был в темноте и мог использовать только свое чутье, чтобы попытаться понять, что нужно медведю. Когда он подошел ближе, она остановилась и направилась к реке. При этом она оглянулась, словно маня его следовать за собой. Кайлу было так любопытно, что он просто должен был следовать за ней. Кроме того, казалось, что она просила о помощи, и поскольку он посвятил всю свою жизнь помощи животным, он не мог не последовать за ней. Медведица, казалось, зациклилась на своей цели и повела мужчину к реке. Там, почти посреди реки, лежала куча рыболовных сетей. Медведь направился к ним.
Сначала Кайл не понимал, почему ее так интересуют паутины, но потом они начали двигаться. Еще один медвежонок полностью запутался в них. Каждый раз, когда вода переливалась через сетку, ребенок погружался в воду. Похоже, медведица пыталась разорвать сети, но из-за такого беспорядка она не смогла освободить своего детеныша. Ей нужна была помощь человека, чтобы спасти ее ребенка. Именно это она так отчаянно пыталась донести до Кайла. Осталось не так много времени. Маленький медвежонок, казалось, был на исходе сил. Кайлу пришлось освободить детеныша, но у него не было с собой никаких инструментов. И уж точно нужен был нож, чтобы отрезать от медвежонка сети. Но в то же время у него не было времени бежать домой и взять его. Когда он вернется, будет слишком поздно. Ему пришлось придумать другой план. Он побежал вниз по берегу реки и искал берег, пока, наконец, не нашел камень с острыми краями. Потом он побрел в воду, где лежал медвежонок, и осторожно перерезал веревки рыболовных сетей. Он поранился и несколько раз порезался, но он не сдался. Наконец ему удалось освободить детеныша из клубка сетей. Мужчина не знал, как справиться с ситуацией, но, похоже, животные появились в хорошем настроении. Ему казалось, что они в последний раз благодарят его за то, что он сделал. После этой встречи животные исчезли в лесу, и Кайл больше никогда не видел семью. Вообще косолапый Мишка, для каждого из нас знакомы эти слова еще из детства. Вспоминается медведь как любитель меда и сплошная доброта. Нельзя даже подумать, что этот мультяшный персонаж способен на агрессию и может оказать вред человеку, но реалии жизни подтверждают, что осторожно нужно относиться ко всему в этом мире и в том числе к медведю. Медведь может быть весьма опасным для человека, поэтому встречи с ним нужно избегать. Как и любой хищник, он добывает в том числе пищу животного происхождения, и напасть на человека для него обычное дело, особенно когда он голоден и агрессивен, а справиться с ним весьма сложно. Нередки случаи гибели людей от лап этого зверя. Берегите себя и не рискуйте своей жизнью, она дана вам лишь только один раз. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы и дальше будем радовать вас невероятными историями, о которых не рассказывают по новостям. Делайте добро, и оно обязательно вернется к вам.